Всем привет! А у нас продолжается холода. Ну, в принципе, удивляться-то тут нечему. Все же середина зимы. Да и так называемая пора крещенских морозов. Хотя синоптики обещают, что на само крещение будет уже потеплее погода. Ну, еще не плюс, но все равно покомфортнее для тех, кто любит поморжевать. Кстати, есть и смотрящих этого видео, кто тоже любит понырять в прорубь. Ну, до крещения и потепления еще 2 дня, а сейчас мороз градусов 17, и в такую погоду не сможешь долго в столярке работать. Да и некомфортно совсем там. Вот и думаю, чем бы заняться сейчас. Да и выбора нет особо в такой мороз. Вот думаю начинать разбирать сарай, заодно и солнечные ванны попринимаю. Сегодня, как говорит классик, мороз и солнце – день чудесный. Разбирать начну изнутри. Все же здесь потеплее будет немного. Хлама-то особо немного. В основном трава и дрова. Ну, солому-то трогать не буду пока. Так, пооткидываю в сторонку. Все же под крышей еще полежит. А вот все остальное, по возможности, буду резать на дрова. Вон сколько дров получится. А это еще только изгороди повытаскивал. Перегородки еще не начал разбирать. Ну, раньше их не трогал, специально оставлял на такой случай. Тем более они там сухие, под крышей лежат. В первую очередь собирал то, что на улице гнило. Ну, а потом уже древотник практически заполнил, так складывать не было куда. Ну, в принципе, можно было порезать в сарае оставить. Да вот там-то сильно не пошумишь. Рядом находится создание, которое сильно трусливо. А здесь он как раз место освободилось. Буду сразу их резать и складывать, чтобы не валялись под открытым местом. Но это так, что легкое повытаскивал. А с остальным без инструмента не справиться. Ну вот, опять работу до конца не доделали. А обычно дорожники кольцо разворотное чистят, чтобы можно было развернуться после того инцидента с автолавкой. А этот сказал, что не будет. Мол, это не его работа, а так халтура, люди попросили дорогу пробить. Вроде бы и дело хорошее сделал. А по факту, дорожная служба уже сюда не поедут, потому что дорога прочищенная. А там ловушка образовалась. Туда сунутся, а там тупик. А задом уже под горку не выедешь.
Издалека сарай выглядит более-менее крепким, и по идее им пользоваться можно было спокойно лет 5. Да вот не все так хорошо, в любой момент может крыша поехать. Но то оно и не странно, простоял один столько лет. Как показывало раньше, верхние венцы сгнили, а сейчас под тяжестью своего веса, а еще и снега, крыша в любой момент может их распереть и сложиться. А единственное, наверное, что не дает ей это еще сделать, 4 стойки, которые поддерживают центральную балку изнутри. Да и то они уже вот так вот накренились и не падают, наверное, только из-за конструкции крыши и скоса той части, которую я собираюсь разбирать. Ну, весь сарай разбирать это не буду, с таким объемом-то не справлюсь. Ну, за месяц, может быть, бы я и раскидал, а вот взамен что-то построить. Поэтому буду разбирать только треть. А на его месте хочу поставить гараж. Ну, один-то у меня уже есть. А если помните, то он тоже в аварийном состоянии. И машина туда не влазит. Да и мотоблок сейчас там стоит. Хотя, скорее всего, с его покупкой я поспешил. Осенью я и много так и не поработал, а сейчас цены на него упали долларов на 300. А брал в лизинг и прилично переплачу, хотя можно было в аграрном банке взять кредит под 5%. Но там тоже есть свои нюансы. Нужны, чтобы земли были под ЛПХ, а с ними тоже еще серьезные вопросы. Когда последний раз в город ездил, заезжал, узнавал, а вот только там ничего с места так сильно и не сдвинулось. Ну, ограничения-то с них сняли, а вот в эксплуатацию обратно не вернули. Возможно, еще мой мотоблок и весной простоит, и работы ему не будет. Но не будем о грустном и вернемся к нашим баранам. Так вот, планирую разбирать сарай в 3 этапа. В первой части будет гараж, во второй сделаю столярку, ну а третья останется под сарай. А со временем, когда отреставрирую тот гараж, то сделаю рокировку и столярку перенесу туда, а здесь объединю и будет гараж на всю технику сразу. Но это все в далеком незримом будущем. А сейчас будем его приближать понемногу. С этими перегородками, по идее, сложностей не будет. Они сделаны по принципу ровно заложенные в так называемые ушаки, вытаскивая их и все. Ну, единственное, только что часть потолка опирается на эту стену. Ну, а на эту перегородку уже весь оставшийся потолок. Так что придется сначала разобрать его. Как говорится, ломать не строить. Ну, единственное, только что пришлось потратить с верхними балками. Они были составные и сбитыми большими гвоздями. Но зато потолок не обрушился, как предполагал. А так бы пылище было, и так тут ее насыпалось. Хотя старался так сильно не шуметь, чтобы кроликов не пугать. Хотя эти мелкие какие-то не такие трусливые. На днях кормила я их. Клетки были открытые, ну, большие-то не вылазят, боятся даже с самого нижнего яруса. А этот мелкий один какой-то десантник, походу, взял и выпрыгнул. Хорошо, что Шаду была заметила, а так бы зашился где-нибудь под клеткой, и я бы и не нашел его.
уже активничают вовсю. Сами и водичку пьют, и сено кушают. Их получилось, осталось в каждой крольчихе по 4 крольчонка. Но, как уже говорил, пятерых потерял не уберох мороз. Но такие забавные и не боятся ничего. Чухаешь их, а они даже не шевелятся. Ладно, пусть отдыхают. Идти работать на свежий воздух, пока пыль не обсядет. Походу синоптики все же правы были, что на крещение потеплеет. Даже жарко стало, пришлось аж раздеться. Ну, конечно, еще не до конца, чтобы в ледяную воду лезть. Но, как говорится, еще не вечер. Эти дровишки дались нелегко. Колоть-то было несложно. Дерево хорошее, ровное, практически без сучков. А вот резать было тяжело. Пила-то и норовила какую-нибудь диверсию устроить, чтобы отлынить от работы. То на гвоздь напориться, то на окаменелость какую. А гвозди здесь отменные, квадратные, кованые, из какого-то суперкрепкого металла, практически не покрылись коррозией. Не то что современные за 2 года сгнивают. Да и дому практически 100 лет, а сараю поди-то и того больше. Так за такое время смола в дереве превратилась наподобие янтара. Пилой попадешь на нее, так она на месте и буксует, только искры летят. А дровишки-то хорошие получились. Сухие, крепкие, ароматные. Да и гнилых практически не было, там внизу только немного. Да вот только как-то вышло их не так уж и много, как хотелось. На стене больше места занимали. А в принципе запасы еще есть. Зимы на 2 точно хватит. Сухие бери только, режь, кали и сразу в топку.
решил баньку заодно пропалить. Работа предстояла тяжелая, пыльная, и щепки сразу спалю, чтобы не мокли. Да и к тому же в крещении банька это сама то. Найти мне полынью не так и просто. В округе водоемов-то и хоть и много, да вот что и где не знаю. Хотя можно и самому вырубить. К тому же у соседей копанка есть, да вот только в нее один не полезешь, мало ли что случится. Да и в такой день вода-то везде одинаковая, можно хоть из-под крана умыться. Ну, только что, когда в прорубь лезешь, организм включает еще другие защитные функции от ледяной воды. Ну, а на такой случай у меня колодец есть, а потом банька. Ну, а пока она топится, нужно еще пойти самую пыльную работу сделать. Хочу еще успеть сегодня с чердака солому поскидывать. Ну, когда стены разбираешь, что пыли не так уже и много летит, терпимо. А там такие залежи, скорее всего, по возрасту такие же, как сам сарай, местами в труху превратились. Пылище будет немерено. Главное в гости к кроликам не попасть. Иди шагом вперед, показывай, где там трубы, где ходить можно. Ну, выглядит вроде крепковатым. Но надо быть поосторожней. Все-таки местами вода затекала, то может где и попрогнивала. Ну что, Шада, можно тут еще копать? Шада. Смотрите, еще нашел. Змеевик от самогонного аппарата, походу. Сейчас, не до тебя. Упарился я в этом противогазе, не успел все сделать, что хотел. Только освободил 2/3, как раз ту часть, где стенку вырезал. А ну его, успею, не горит. Сегодня праздник, должен быть рабочий день сокращенный. К тому же мне еще идти водные процедуры принимать.
Шато. Совсем голову отморозил. Камеру чуть не забыл выключить.